Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такие пинетки. По технике вязания эти пинетки очень легкие, вяжутся быстро и просто, потому вот вязание с такими пинетками может справиться любой новичок. Вот так они смотрятся, со всех сторон вам показываю. И сейчас замеряем подошву. Вот по подошве, но они вот на 9,9,5 сантиметра получаются эти пинетки. Для пинеток я буду использовать пряжу Naco Super Baby. Здесь в 50 граммах 180 метров. И буду использовать спицы номер 3. На спице будем набирать 48 петель. Первая у нас 2 петельки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот на спице мы набрали 48 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 петель. Теперь достаем одну спицу и первую кромочную провязываем вот таким образом. Мы ее просто снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Вот так. И так будем довязывать до конца ряда. И последнюю кромочную мы тоже будем провязывать лицевой. Провязали первый ряд, развернули вязание и снова первую кромочную снимаем. Далее вяжем лицевыми петлями. Вот так провязываем самостоятельно до конца этот ряд. И не забываем, что последнюю кромочную мы провязываем как лицевую. И вот мы провязали вот такое полотно. Получается, нам нужно было провязать 12 вот таких вот дорожек. Вот считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и вот 12. Это получается, мы провязали 24 ряда, вот когда мы вязали в одну сторону, в другую сторону, и вот таких рядов у нас получилось 24. А дорожек, когда вот мы считаем, их получается 12. Если мы замеряем в сантиметрах, то получается вот здесь у нас 19 сантиметров в ширину, и в высоту получается вот 5 сантиметров. Теперь в ходе нашего вязания нам нужно закрыть с одной стороны 10 петель,
со второй 10 петель, и чтобы по центру у нас осталось 28 петель. Будем закрывать петли сначала с одной стороны. Первую кромочную мы снимаем, далее вяжем лицевыми петлями. Вот провязали лицевую петлю и вот так перебрасываем. Там мы закрыли одну петлю, снова провязали лицевую и вот так вот подводим спицу и перебрасываем через нашу вторую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь до конца ряда довязываем все лицевые петли. Вяжем платочным вязанием. Довязываем до конца все лицевые петли. Вот так. И в конце кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Разворачиваем наше вязание. Как вы видите, с одной стороны вот мы закрыли петли. Теперь нам нужно закрывать с другой стороны 10 петель. Тоже будем закрывать так же, как вот первоначально. Первую кромочную мы снимаем, провязываем лицевую петлю и перебрасываем петлю через петлю. Это мы одну закрыли петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И теперь до конца ряда снова довязываем все лицевые петли. Вот таким образом. Довязываем лицевые петли.
И последнюю кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Вот что у нас с вами получилось. С двух сторон вот мы закрыли по 10 петель, и по центру у нас осталось 28 петель. Теперь разворачиваем вязание, и в следующем ряду мы будем делать дырочки, в которые потом можно вставить ленточку или шнурочек. Снимаем первую кромочную. Далее нам нужно провязать 2 петли, вот 2 петли лицевой. Мы провязали и сделали накид. Снова провязываем вот 2 петли, вот провязываем лицевой и накид. Повторяем 2 петли лицевой и накид. И так вяжем до конца ряда. 2 петли лицевой и накид. Вот в конце ряда сделали накид. Провязываем 2 петли лицевой, сделали накид и провязали кромочную. Теперь разворачиваем вязание, и все петли нам нужно провязать лицевыми, для того чтобы у нас получились вот в предыдущем ряду вот такие дырочки. За переднюю стенку накиды тоже провязываем лицевой. Вот. И вот так вяжем до конца ряда. И вот какие получились дырочки. И далее снова продолжаем вязать платочной вязкой. Снимаем кромочную и до конца ряда провязываем лицевыми петлями. И последнюю кромочную тоже вяжем лицевой. Далее нам нужно провязать вот 5 таких дорожек. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5. Всего это получается, мы провязали вот здесь 10 рядов, и получилось у нас 5 дорожек. Теперь вот я уже повернула вязание. Мы будем в этом ряду закрывать петли. Закрывать их нужно свободно, чтобы верхний край не был тугим, чтобы он не стягивал наше вязание. Первую кромочную мы снимаем, вторую вот провязываем лицевой и закрываем их свободно. Вот видите, такие вот петельки получаются большие. Снова лицевая и перебрасываем петельку через петельку. Вот так. И перебросили. И так закрываем вот все наши петельки, которые есть на спице. И вот осталась последняя петелька, мы ее тоже провязываем. Вот так перебрасываем. Отрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было сшить нашу пинетку.
Вытягиваем вот так петелечку и протягиваем нить. И вот что у нас получилось. Вот так мы связали. И теперь тоже замеряем вот линейкой. У нас по высоте получилось 8 сантиметров. Теперь будем приступать к сборке пинетки. Для сшивания нам понадобится иголка. Теперь слаживаем нашу пинетку пополам. Слаживаем так, что вот изнаночная сторона у нас внутри, а лицевая вот сверху. И по лицевой стороне будем сшивать пинетку. Вот когда мы сложили ее, как вы видите, вот есть такие как узелочки. И вот за них мы будем захватывать. Так, и протягиваем нить с одной стороны и вот так с другой стороны. И вот так за вот эти вот узелочки будем сшивать всю пинетку. И вот за вот эти вот узелочки и вот так будем сшивать вот пинетку, вот эти вот все стороны. Вот когда переходим уже на носик, вот сверху мы сшили, и вот здесь, как вы видите, у нас косичка, а не узелочки. И я вам сейчас покажу, как здесь красиво сшить. И вот мы вкалываем иголку вот в середину одной косички и выводим вот там, где в середине второй. Протянули нить. С обратной стороны мы вкалываем иголку там, где вот уже выходила у нас вот ниточка, и переходим вот в середину следующей косички. И вот так подтягиваем нить. Снова вот отсюда мы уже выходила у нас ниточка, мы вкалываем в эту петельку и прокалываем иголку в середине следующей петельки и протягиваем нить. Переходим на обратную вот сторону. Здесь у нас уже ниточка выходила, мы в нее вкалываем в эту петельку и выводим в середине следующей. И вот так сшиваем до конца. Здесь у нас тоже, как вы видите, узелочки, точно так же, как вот мы сшивали с вами сверху. И вот когда мы сшили здесь вот носик, переходим на подошву и тоже захватываем вот так вот передние петелечки вот с одной и со второй стороны и подтягиваем вот с одной стороны и со второй стороны. И так сшиваем до конца. После того, как сшили, вот так смотрится наша пинетка. Если замерять по подошве, то получается, ну вот 9-9,5 вот так сантиметров подошва. И теперь вот берем манекен. Так, и одеваем пинетку на манекен. Так. И вот так вот
пинетка у нас смотрится на манекене. Пинетка хорошо вот сидит, как вы видите. Нет никаких углов, все вот закругленное. Носочек вот закругленный. И все очень красиво смотрится. Теперь нам осталось сюда вставить вот в пинетку шнурочек или ленточку, и пинетки готовы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!